Обалдеть вообще. И на этой замечательной ноте мы начинаем, да. Раз. Чего ты раскаешь-то? Сегодня чуть-чуть запись запортачилась, да? Микро подвел, засранец. Так прикольно было, но там зашкаливает прям звук. Ну, я насколько можно было скомпрессировал, ужал, ну, что поделать. Друзья, всем огромный привет. Какой план на стрим? План грандиозный, очень новый. Выживать в Last Day за нашего не-новичка, который развивается без доната. Блинчики, вот такой план. Да, сегодня без голосования опять, ребят. Почему? Ну, потому что я вот когда смотрю, да, и что-то как-то вот не вижу. Вижу, что надо много чего делать, значит, персонажу. И все, тогда без челленджей. В субботу придумаем какие-нибудь челленджи. Всем огромный привет, ребят. На ютубе, на рутубе, на ВК. Начинаем. Всего-то на 2 минуты позже, да? Блин, я уже 10 минут тут пытаюсь и так запустить, и так. В результате вообще рискованно. Очень рискованно. Заходим. Почему? Ну, это самая из всех такая штука, которая... Стрим сейчас идет, а потом резко бамс и обвалился. Блин, я ничего с этим сделать не смогу. А его не надо чинить, он у меня просто иногда вот так вот с ума сходит. Конечно, что там чинить? Провод выткнул, воткнул и готово. Помнишь дельфина? Ты не был? 8, спасибо тебе огромное за первый донат на стриме, за постоянную поддержку. Игорь, привет, хорошего настроения и стрима. Хотел постик, ребят, выложить такой прикольный, да, мелкий с самокатом. Ну, чуть попозже, просто реально сегодня прям у меня башка. Не, я в Frostborn не планировал возвращаться, вот от слова совсем. Ну, то есть говорит, что чего-то когда-то там не будет, да, а вдруг будет. Ну, не планировал. А, как дела, Игорь? Так, могло быть и лучше. Опачки! Ребят, блин, ночь и день это капец. Я стопудово давным-давно, лет 5 назад уже этот момент знали, или 7 лет назад. Ну просто кто же помнит, что там было, да? Рыбалкой не занимались совсем, потому что она нафиг не нужна была. А сейчас она нужна. И поэтому теперь смотрим, день или ночь. Заходим. 1:03. Сколько, ребят? Примерно 10 минут нашего времени равняется, короче... час игрового, да, вот здесь. И чё? Ну, это значит, что мы заскочим на рыбалочку просто попозже, да? Давайте вот так вот сделаем. И поехали. Что делать будем? В описании стрима уже как бы, да, есть что делать. Мы обязательно съездим в транспортный хаб, обязательно прогуляемся на острова и ВВВ. Ну, вы поняли. Как его, в зимний регион. Когда? Да вот буквально вот сейчас. Сейчас вот здесь заедем, щеночка заберем. Стапет. Блин, ну, я гадал, какое время, но Стапет V1. Мне тоже обидно, что не все могут попасть на стрим, кто хочет на него попасть. Ну, вот это время вышло из всего самое более-менее оптимальное, да? Потому что, ну, можно позже, да? Ну, позже, блин, у многих в это позже, если там уже все, глубокая ночь, вообще дичь. Вот, поэтому вот такое время. Вот, а что там по обновлению? Ребята, вы видели, да? Что постоянно что-то какие-то добавляют, корректируют. Ты чё, это хорошо.
То есть разработчики продолжают тестировать, вносят частично уже на сервер, да, что-то, какие-то изменения, которые... Да, Jurassic вполне себе... Блин, вот смотри, чувак. Блин, Пау. Мужчина, блин, может ты обидишься на чувака. Ну, блин, ну это же не обидное, да, слово. Смотри, Пау. Он и не умирал в чьих-то головах. Это всего лишь мое мнение. Понимаешь? Из чего я исходил? Что все, Jurassic помер. Из того, что вообще 3 года ничего от них. Ни слуху, ни духу. Как, чего. Вот. А сейчас от них дело не в том, что у тебя и у твоего друга обновление, значит, какое-то. Вот у меня был достаточно забавный аккаунт. Я считаю его достаточно забавным. И такие были не одни аккаунты, их тысячи были. Олды какие-то. Какой-то момент в игре мы закончили играть и не загружается игра. И чё? Починили. Я заходил уже в игру. Без бубнов просто взял и зашел. Потом чик посмотрел. Есть связь в Дискорде и где-то там еще. В запрещенной, значит, организации. На букву Ф. Вот. Можно сказать, что да. В моем понимании ожил. И чё? Обязательно будет видосик. Обязательно. Но когда? Не знаю. Посмотрим. Вот. А сегодня, ребят, вышел ролик, который вчера должен был выйти. Никак я не успел его вчера, и он вышел только сегодня. Про вампира. Нестандартная выживалка, мягко говоря. Мы привыкли к другому, да? Но при этом, знаете, вот в самом начале она сильно прям отпугивает. А потом чуть-чуть поиграешь, и ты такой раз распробуешь, и смотришь, думаешь, блин, неплохая вещь, ёп. Но она не такая, как Last Day, как Grim, да, который нам нравится. Как Jurassic Survival. То есть там нету вот этого вот вайба, значит, такого выживательного. Там другая штука. Мне, повторюсь, мне заходит любое говно, ёп. Лишь бы там была развивалка, да? То есть есть аватар, которого ты развиваешь. Но так в целом, конечно, я понимаю. Это... Не, я другого ждал от этих вампиров. Мягко говоря. Прощай, говно. Ой, блинчики. Вообще уничтожили. Чё нам тут надо, ребят? Ну, нам собаки нужен, да? Ну, я так думаю, можно распилякать, да? Давайте распилякаем. Модификации у новичка до сих пор не все выбиты. У нас сегодня чисто такое свободное выживание, да? Свободное плавание. То есть все подряд делаем. Типа того. Покажи моды на Глок. Показываю. Большой магазин, коллиматор, глушитель, элитный затвор, зеленый лазер. Только коллиматор в моем понимании гуамно. Все остальное топ-моды. Топ-сборочка. Вампиры какие-то серьезные. Да ну ты брось, блин. Серьезные. Не-не-не. Вот это серьезное выживание. Грим. А вампиры нет. Ну, прикольно, прикольно. Чё? Я сегодня ролик снял. Ну, это о чем говорит? Оно вот такое вот само по себе может получиться. То, что я показал, 40-й левел там. Но я понимаю вас, ребят. Многие, кто не голосуют за эту игру. Это, ну, совсем другая вообще петрушка. Опять же, да, если ты олд, и тебе вот тут ты ждешь обнову, тогда, конечно, тебе зайдет без вариантов. Почему? Все же веселее, чем ждать, когда же тут обнова выйдет. Ну, ждем, ребят, ждем. Обнова должна быть огроменная. Какая тебе больше нравится, Last Day или Grim Soul? Мне одинаково они нравятся. Нету у меня больше, меньше. Одинаково. Что Last хорош, что Grim хорош. Jurassic, ну посмотрим. У них вообще, да, у них есть потенциал, мягко говоря. Они просто заняли 3-ю нишу, вы понимаете, ребят? Я когда искал игры давным-давно, когда канал создавался, вы думаете, я просто так наткнулся на Jurassic? Нет, есть направление. Зомби, средневековые какие-то штуки-дрюки, динозавры, понимаете? И, ребят,
Вот не в обиду будет сказано ковбойцев и индейцев. Westland шикарная игра, без вариантов. У меня просто времени нет играть во все. Ну так вот, это не самая популярная ниша. Кто? Ковбойцы. А иначе Red Dead Redemption был бы вообще, ёп, на Олимпе игр до сих пор. А вот динозавры, да, динозавры это популярная тема, реально. Почему? Я не знаю почему. Наверное, потому что они большие, они давно вымерли. И столько всяких слухов, не слухов про динозавров. Вот. Поэтому вот так вот. Поэтому Jurassic Survival, я считаю, и заходит хорошо. Ну и плюс-плюс, да, ничего не выдумывали. Велосипед не придумывали. Это тот же самый Last Day и Grim Soul. Ёп, один в один. Все точно так же. Только стилистика, соответственно, динозавровая, да? И чё? Это плохо? Ну, есть аналитики, дети, значит, которые считают, что это плохо. И чё? А я не считаю, что это плохо. Вот когда-то придумали шашлык, да? Ну и все, ёп, мясо на костре, шашлык. А чё выдумывать-то, ёп? Ну чё выдумывать? Чё, овощи жарить, что ли, на костре? Честное слово. Ну, блин, нет, ну может, я вообще не против, если вы топите за овощи, вы там век и все такое. Ваше дело. Я про то, что шашлык, ёп, он шашлык. Мясо жареное на костре. Все, точка. По политике. Вот и, да, вот и, значит, итог какой. Велосипед придумали давным-давно. Не выдумывай, ёп. Доработай этот велосипед, сделай его каким-то особенным, интересным, и все. И радуйся, блин. Jurassic это он. Тот самый велосипед. Велосипед придумали разработчики игры Last Day. Ну, не совсем они, да, давным-давно еще до них придумали. Они просто красиво это все упаковали на мобильное устройство первые. За ними пошли разработчики Grim Soul. Я думаю, они где-то параллельно развивались. Почему? Потому что очень быстро вышел Grim вслед за Last Day. Невозможно вот... А вот Jurassic, он уже чисто вот... Ага, посмотрел и слезали. Во, красавчики. Я не из тех людей, которые кричат: фу, пародия, пародия, блички. Че попало. Классно же, классно. Вот, то, что она там не шла, ну, не шла, теперь пошла. В общем, посмотрим, ребят, на следующей неделе, наверное, выйдет Jurassic, а дальше все от вас зависит. У меня там персонаж, мягко говоря, раскачанный. Вот, а когда обновка-то будет по Last Day? Блин, я не знаю, ребят. Чуть-чуть офф-топа, да, все, хватит офф-топа, всяких Jurassic'ов. Я жду, как и вы. Я уже снимал ролик, слив от разработчиков самый большой, да? И что, обнова тестится. То есть, я так понимаю, ее уже тестировщики, да? Это уполномоченные, значит, которые занимаются тестом. Они ее тестят уже не первую неделю, ребят, эту обнову. Какую? Ту самую большую, болото, не болото. Поэтому, мне кажется, ждать осталось не так много. Так, здесь чемодана нету. Блин, мне кажется, сейчас нам дадут по голове, ребят. Че, да как-то это, надо было еще взять что-то, кроме Глока. Прям слабенько, короче. Вы не думаете, что мне сейчас по башке надают? Вот с этими пистонами, да? Так, что по броне? О, отлично, у меня усиленная броня. Ребят, кто не знал, вот этот комплект брони, он в 2 раза... Блин, поправьте мне, если не в 2. Я так просто, навскидку. В 2 раза прочнее, чем... соответственно, какая? Рабочая, военная, спецвойск. Аналог этой брони есть спецвойск, да? Броня рейдеров называется. Это аналог. Так, ну что, готово? Что теперь? Блин, мне кажется, я какой-то ящик не облутал. Ладно, насрать. Поехали. Сейчас просто толпа сбежится, да? На толстяков мы забиваем, как по старинке, скажем так. Так, здесь все нормально. Вот этих бомжей... Блин, вы что, серьезно, ёп? Так, главное волков, да, они очень быстро... Ёп, я всосу, ребят. Ай-яй-яй-яй. Да отвали ты, толстый, без тебя тошно, блин. Пытался волка словить. Почему? Блин, они... Вот так вот.
Так, то есть, да, вот как ты бегаешь и ничего не делаешь, а броня ломается, лечение заканчивается. Нет, надо каждый, как только тебя догоняют, надо отвечать засранцам. Догнали, ударил, догнали, ударил. Так, ДПС, ПС и скидываем, да? Давай, блин. Так. Пистонами, ёб. Да не толстяка, вспотеешь ты его, ёб, пистонами убивать. А к чему такие приключения? А почему нет-то, ёб? Умер, ничего не потерял, да? Почему не побегать, не побаловаться, не поэкспериментировать, не потестировать и т.д. и т.п. Видел Шансама? Нет, не видел, я его забрал уже. А вот у этого не видел еще. Меня уже спрашивали про Шансамат, ребят, отвечаю. Как забрать Шансамат? Много крышек и заберешь. Шансамат это номер 2. Я теперь увидел, что такое Кошкин дом. Ну, Кошкин дом еще круче Шансамата. Ну, что тут, блин? Что тут думать, блин? Но Шансамат очень хорош. Он другой. И чё? Знаете, что не хватает, ребят? Вот сейчас вот что не хватает еще в игре. Постепенно правят топ-контент. И теперь, к примеру, дрона моды получать, ну вообще капец, да? Было совсем не так, когда только появилось. Естественно, со временем упрощается это все. Блин, не дадут засранцы спокойно облутаться, блин. Что делаем? Давайте не будем пока их разыгрывать, давайте все-таки побегаем. Вот, что пока еще не хватает, ребят, СВДшки. Следующая на очереди СВД. Ну, то есть упрощение получения, да, СВД модов, ну и самой винтовки. Я думаю, вот так вот сделаю, ребят. Почему? Да это я выложил, вот это все не нужно. Вот, дрона уже упростили. Не то чтобы дальше некуда, дальше всегда есть куда, да, но при этом уже хорошо, на этом уже можно остановиться. Появился Кошкин дом, появился Шансамат, и вот кто-нибудь скажет, ну у тебя есть, поэтому ты так говоришь. Нет, я говорю это по факту. Не успел. Блин. Вот. А СВД получается сейчас самая сложная. То есть ее нигде не добавили, ее нигде не повысили шансы выпадения модификации СВДшки и, значит, самой СВД. Ну, вы поняли. И чё? Ждем упрощения СВД в последующих обновлениях. Как-то так. Шансамат классная штука. Столько всего можно слить, в ящике освободить. Согласен, блин, Шансамат это вообще... Ну я с позиции хая смотрю, да? Что, блин, моды на дрон. Ребята, это такая непростая штука. Шансамат. Ну так вот, Кошкин дом, та же канитель. Тот же Шансамат, один в один. Все, я уже снял по нему ролик, да? И вышли шот-ролики, чтобы коротко и ясно было. Отдаешь рыбу, получаешь награду. И чё? Блин, опять же, модификация дрона, это самое главное. Это самая редкость, самая сложная штука там. И чё? Ну, в результате вот эти две вещи, и все, и у вас не будет все сводиться вот к этому транспортному хабу, где взять модификации на дрон. Ну и коммуну, конечно, не забываем, да? Что-то 2250 за винт дороговато. Согласен с тобой, Артур, дороговато. Я ни одного винта не выменил там. А в чем проблема у тебя с винтами? Почему нельзя делать доставки, зачищать стоки в порту и бариала делать? Делай вот эти вещи. Там будет твой винт. Не надо тебе никакие... Что вот ты сейчас говоришь? Зачем тебе это? Просто в том плане, что если вы винт добавили, то добавьте и подкорректируйте ценник. Ну да, в этом ключе согласен. Ну, либо совсем убрать тогда его, чтобы он не мозолил глаза этот винт в коммуне. Ценник на него слишком дорогой. Я так считаю тоже. Кстати, ребят, сейчас давайте. Все, забрали дробовик. Стоп. Все там подкорректировали-то?
Вот он красивый, Ишан, Самат, всего за 6200, представляете? И чё? Меня недавно спрашивали, я говорил 30 тысяч крышек. Ребят, от 15 до 18 тысяч забираете свой шансомат. А когда он был в другом событии, там надо было 25-30. Вот это забрать надо. И вот она еще одна фишечка. Я все время трачу крышки, забираю вот по мелочи, да? Даже когда здесь нет шансомата и есть комната, ребят, это реально самый простой способ вам сделать на базе, значит, вот эту вот фантастическую комнату. Там не такая, там еще круче, это понятно. Но вот эту комнату сделать проще всего через крышки. Вам лишь надо накопить 18 тысяч. 15-18 тысяч. Че? Сложно, что ли? Играешь и копишь, все, никуда не тратишь, и они у тебя обязательно скопятся. Вот. Если вы не знали. Ну, то есть, если бы я копил, да, вот за этого новичка, я лишь за одно событие мог 10 тысяч поднять легко. Этот лепрекон. Кто успел, тот и съел, да? Не успели, ребят, все уже. Забудьте про лепрекона на год. Нет, не работал учителем. Раздражал учителей. Бравирка, еще бы это все понимали. Блин. Еще бы это все понимали, что, блин, только дают, упрощают, халява, блин. Ну не, дальше, блин, носа своего не хотят видеть. Хотят вообще, чтобы просто отменили вот этот магазин и все. А я уже говорил, ёп, сплюнь. Я видел уже одну игру, и вы видели, ребят, если вы играли Outlander. Когда взяли и отменили все. И чё? Все. Игра просуществовала там чисто на плаву, там полгода без администрации. Просто, вот просто. И все. И все. Дальше исчезла отовсюду, ее скачать нельзя, все, проект закрылся. Поэтому, блин, как говорится, да, бойтесь своих желаний, блин. Франкенштейн, привет. Если говорить из новинок, ребят, что мне больше по душе, ну, мне, конечно, Джурасик ближе, чем новые вампиры. Но, повторюсь, там такая забавная игра, в нее надо поиграть. Ты когда поиграешь, распробуешь, тогда все, ты поймешь, как бы в чем приколы этой игры. Но она такая необычная, нестандартная. То есть мы привыкли совершенно ёб к другому. Так. Ага. Не хватает. Не хватает, блин. Как дела в... Дела хорошо. Все двигается, да? Уже 52. Смотрите, да? Ничего себе. И чё? Вот сейчас вот еще трешечка делается, да? И есть смола, самая важная. И да, это последняя смола. Блин, грязь. Просто, это последняя. Все, больше нету смолы, ребят. И чё? Ну и, грубо говоря, еще остаются последние 5 ДСП. Каждый день по одной ДСПшке. Итого 5 дней, да, новичку. И вот это будет готово. За это время, если я буду нормально заходить, перезаряжать, будут уже 60 легких каркасов. И чё? Новичок наконец вступит в новую эру в плане развития и аккаунта, и поселения. Почему? Потому что, ну, все-таки поселение дает, да, дрона. И 4-й грейд вам по любасу нужен. Потому что дело не вот в этой ерунде. Дело в том, что топ-сборка модификаций на дрона будет требовать от вас вот этих штук. Без вариантов. И вот этих. Топ-моды на дрона требуют ротора и катушки. Поэтому все идет как идет. И идет своим чередом, и правильно идет. Jurassic Last Day только с динозаврами. Ну да, да, да. Сненок, привет. Ну я сегодня на 2 минуты только опоздал. А так, я вообще думал, стартанем сегодня минут в 20. И чё, я все это время тестил, как лучше запустить стрим. И пока идет все хорошо.
на самом дешевом, бесплатном способе. Диксть. Блин. Я вообще никого не призываю качать какие-то джурасики там или еще что-то. Я просто говорю, называю вещи своими именами. Это то же самое, только в другой упаковке в мире динозавров. И чё? Ну и это прикольно, потому что, а чё вы думаете-то? Если уже придумали разработчики лаздейчика, и оно классное, чё выдумывать? Так, давайте, ребят, раскидываемся. Тут как дела? Тут вот, блин, вот вообще. Броня это, давайте ее пока уберем отсюда. Я тут ящик специально освободил. Вот у меня, да, под ремонт брони, чтобы она мне не мозолила глаза. Посмотрим котейку. А где? А, я ж туда его перенес. Сейчас посмотрим, что он нам там принес. Так, резиночки. Не, надо сразу лут раскидать, ребят. А то из дома очень долго не уйду тогда, да? Застранцы ломают и ломают, блин. Все, на рейд не смогу пойти. Придется опять, блин, ремонтироваться, дерево где-то искать, а потом. Так. Вот это вообще у меня просто безоткатное производство. С какого времени? А прям с того самого, когда персонаж создался, да? Вот с этого времени и пошло вот это производство. Ну, там были перебои, конечно, поначалу, да? Не было банально ресурсов. Но когда ресурсы есть, уже все. Это должно работать без конца. Работать и работать и работать, да? Так, косточку туда не будем. Здесь у нас. Ага. Достаем. Периодически по лечению я просаживаюсь, да? Поэтому... Ну как, не критично, но тем не менее. Это что значит? Это значит, надо, чтобы вот эти моменты работали, перерабатывали. Не игнорировать. И что? И тогда все восстановится. И опять будут закрома полные. Так, и мы пойдем в транспортный хаб, да? Вот это все берем, вот это берем. Вот это, наверное, придется тоже взять. Здесь все фантастически. Хыч, новый рецепт. Фаршированная щука. Перемещение по карте дешевле. ППП. Ну и еще один рецепт новый открыл. Осетрина с дикими грибами. Специи. Съедобные грибы и осетр. Нифига себе рецепт, ребят. Да? Да, нехилый такой. Это уже, блин, болото. Блин, как раз одна штучка. Это уже болото, это уже ой-ой-ой. А перед этим рецепт был кукуруза, да? Гриба и осетр. Так, правильно? Готовить. Че, постепенно вот так чик-чик-чик уже почти все рецепты открыл, да? Мне кажется, вообще круто. Жанна Ди, привет. Че там, как ты? Потихонечку. Нет, не пойду, Алина, рейд. Там еще задания не сделаны. Завтра на рейд пойдем еще в ролике. Я жду теперь не только болот, но и увеличения базы и обнову. Блин, я согласен. Ребят, вот честно, я больше не болот жду. Не крафта гранатомета, естественно. Или, блин, еще другого какого-то огнестрела. Я жду изменения поселения. Ну, на втором месте болото, да? Робопес. Ну, как бы еще один питомец как-то будет прикольно сделано. Я не знаю, что еще экстерном сказать. Я больше жду именно изменения поселения, да. Ну и посмотреть, конечно, эти новые болота, этих новых боссов. Плюс мне интересны ресурсы, да. Вот эта модификация на вездеход. Как это будет все происходить с вездеходом. Я надеюсь, что будет как-то побольше, короче. Блин. Я не знаю, кто это поддержал. Спасибо тебе огромное за поддержку, за донат, за 200 рублей.
Какие планы на стрим? Блин, план выживать, короче. Вот такой у меня план. Выживать. И развивать новичка. В принципе, ребят, о планах заранее спрашивают. А у нас уже стрим идет, мы уже выживаем. План уже реализуется вовсю. Поэтому это уже не план, это уже реальность. Так. Военного комплекта хватит? Да не хватит. Давайте возьмем еще вот так вот. Ну, что, блин, мешаем, как получится, да? Так, теперь еще вот это берем. И огнестрельчика мне, судя по всему, чуть-чуть не хватает. Чтобы активно прям, красиво, да? Ага, ясненько. Ага, понял. Можно... Да нет, по идее хватит. Блин, ну а если не хватит? Лучше добавить. Но вот эту красавицу ломать, блин, я не буду ее. Давайте я выложу все-таки. Почему? Этих красавиц надо готовить, ребят. И много, кстати, огнестрела. Если вы хотите получить СВД моды, запомните, дело не только в том, что надо вот до сюда докачиваться. И чё? Один сезон, одна мода. Сколько ты будешь их выбивать? Обсеришься. СВДшечки надо скапливать. Ну, до 77-го по любасу надо доходить. И чё? СВДшки скапливаем, и потом через них будем разваливать и получать модификации. То есть это такой реально долгоиграющий, мягко говоря, контент мощный, да? Так, чё, берем сразу дрончика. Чё хотел еще, ребят? Котейку так и не проверил, да? Хыдыщ. Блин, негодяй, ёп. Негодяй. И чё, ну и заряжаем, да, новой ребехой. Чуток оставим. С самами теперь проблем нету. Так, щуки есть. Это есть. Блин, мне кажется, мне сейчас не хватит, ребят, зарядить котейку на максималку. Ну что, придется на рыбалку ехать? Да куда ты бежишь? Как-то я его перенес, да, беспонтово вообще. А сетра золотого у меня выпрашивают, ребят. Хочу отдавать, но нет, конечно. Да ты чё, блин, зараза? Ну на щуку тебе. Надо нашкрести, ребят. Мы эту задачу выполним сегодня на стриме обязательно. Какую? Ну, подбить, да? Подбить рыбки еще. Неплохо так котик-то жрет. Что я могу сказать? Прям неплохо. Нет, так ты не добьешь, да? Чего жрет-то? То есть, ребята, это шансомат. Вот один в один шансомат. Только там через крышки, тут через рыбу, да? Это круче, конечно. Это дешевле, это проще. И там чуть-чуть механика другая в том плане, что ты... Блин, ты в шансомате можешь просто, да, ничего не... Да, блин, нет, другая механика. Там, смотрите, ценность наград поднимается за крышки. А чтобы вообще получить хоть какую-то награду, говно всякое отдаешь. И чё? В результате в шансомат своя приколюха. То есть там первая награда, да, вот первая верхняя, она получается просто бесплатная. Реально. Вторая, 200 крышек надо потратить. Другая чуть механика. Но в целом, да, очень похожие штуки. И для меня лично в целом самый главный плюс это... Да ты, блин, вообще негодяйство. Это что? Это то, что вы получаете... Миска полная. Покормить. Модификацию для дрона. Я уже 2 моды вытаскивал из шансомата. То есть специально показал, да, наглядно, что да, это работает, это круто. Так, все готово, все сделали, поехали отсюда нафиг. Как самов ломить? Ночью. За самами надо приходить ночью. И они будут. В локациях, где они нарисованы, что они вообще есть. Всем привет, Виктор. Вопрос есть. Если я
Ставлю соломенные стены на базе. Орда их все снесет, если я буду оффлайн. Она не сносит одну-две стены. Она сносит примерно, Виктор, 40 единиц стены. Тебе снесут. Но тебя никто просто так не зарейдит. Это не об этом игра. Это не Раст или что-то такое. Здесь просто не существует рейдов игрок на игрока. Здесь рейды есть. Мы ходим на базы ботов. На тебя никто не нападет. Когда начнешь ходить на рейды, ответный рейд далеко не всегда случается. Тоже нечего бояться. У меня есть подробный гайд по защите базы. Но если вкратце, по периметру ставим ящики, кидаем туда алюминиевую проволоку. Опять линзу дали, ребята. Третий гуманитарный груз подряд дают линзу. Вот, по периметру ящики ставим, кидаем туда копья с модификациями. Со временем собираешь с модами. И алюминиевую проволоку из бункера Альфа. Все. Рейды забирают это и уходят довольны, еще и следы оставляют. Они не пойдут к твоему хранилищу центральному. Деревья, второй вариант. Современный, читерский, максимально. Деревья. По периметру строим деревья просто. Главного хранилища. Все. Они не пройдут мимо деревьев. Какие деревья? Которые добываются 100%. Вот здесь каждую локацию есть сосна. И вот здесь каждую локацию есть дуб. Ставить можно по 20 деревьев максимум. Тех и тех. Этого хватит до Бастерина, чтобы огроменный кусок карты огородить. И чё? Все. Блин, сколько времени было, ребят? Не видели, сколько времени было? Ну, мне кажется, рано еще, да? Рано. Хабди, блин. Хабди. Дробылку построите. Мне нужно пройти электронную... Максим, ты как и многие другие... Я не понимаю, а почему вы упираетесь-то в эту штуку? Тебе не нужно делать подстанцию, Максим. Тебе надо сделать электрогенератор, маленький электрогенератор. Поставь и все. И подключи к нему дробилку. Понял? Надеюсь, ты сразу понял. Тебе подстанция не нужна. Ремонт подстанции для дробилки не нужен, ребят. Ваша задача запустить ее. А запустить ее через электрогенератор. Бензином заправили его и готово. Подстанция — это отдельная тема. Вот. Так, ну что, ребят, поехали. Блин, я опять не посмотрел, сколько времени было. 7:53 утра, блин. Какая боль. Видите сверху? И что, пропустил я ночь. В общем, ночью, ребят, самы. Как? Гарантированно. Ночью 100% самы. Это все, это факт. Ладно, давайте, короче, тогда выкладываем, да? Потому что мы еще... Потом, да, и план такой сейчас, да, сейчас мы едем домой, выкидываем, потом в бункер Альфа, потом транспортный хаб, оттуда едем домой, проверяем рыбалочку. Надо словить эту ночь, короче, чтобы это, да. Наверное, лет 7, а то и 8 назад нашли, как ловить самов. Ну, говорю, мы просто не рыбачили. Меня хай-левелы поймут. До появления вот этого кошкиного дома, да, вообще не всралась эта рыба. Теперь, да, теперь кошка это дает модификацию для дрона. Аккаунтов, у которых уже выбиты все дроны, блин, я не знаю, 1%. Почему? Ну, потому что это такая, блин, достаточно стрёмная штука. Не так просто моды на дрон-то лутать. Блин, опять раскидываемся, ребят, жесть вообще. Так, давайте удочки вот сюда, да, чтобы они у нас на изготовке были. О, спецвойск. Хороший спец... А я помню, где-то был. Вот он, ребят, спецвойск. Это с собой забираем, да? Это сюда.
Так, все, блин. Все, вот этот спецвойск нам и нужен. Вот, ребят, когда примерно обнова? Можно только предположить, да? Я думаю, может быть она в этом месяце. У нас только 16 число. И чё? Блин, еще ее, да, 2 недели до конца месяца. Я думаю, в этой неделе может быть. Но опять же, там говорить, да, будет. Нет. Этой информацией никто не обладает, кроме разработчиков, которым нельзя говорить, когда она там будет. Когда будет, тогда будет. Скажем так. Поехали. Нету никакой странной механики. Сцом респится вечером. Вечером. Во сколько вечер начинается? Ну, предположим, в 9:00. Ничего странного. Я это недавно в ролике показал. Спасибо, что ты не смотришь мои видосы. Я показал этого сама вдоль и поперек. В недавнем видео. Что вот, нету сама. Ты видишь, физически нету. Дождались вечера, вот он появился в том же пруду, в котором я вылавливал, и не было сама. Он визуально в пруду будет плавать. И так на всех локациях, где расположен, нарисован, что есть сом. Аноним, спасибо тебе огромное за 300 рублей, за поддержку, за донат. Вот. Ребят, максимально не странная механика с самом. Очень крутая, правильная, ровная, без, значит, без каких-то там рандомов. То есть все, он гарантированный у вас будет, если вы придете вечером. Давайте спустимся вниз. Блин, нам модифицировать надо было. Ну так просто, на скорячок откроем, да? Подскажите пароль от Альфы, ребят. Как думаешь, после обновы порежут ресы для сборки вездехода? Не знаю, тайна, покрытая мраком. Мне кажется, резать уже некуда. Я уже говорил, разработчики нашли очень простой, изящный выход из этого. Шкодалая. Спасибо. Они всем в обновление дадут покататься на вездеходе. Даже если у вас его нету, вы на нем сможете покататься. Еще все. Ты участвуешь в событии, в обнове, да, забираешь, что там у нас будет, скинчики на вездеход новый. Но никто тебе его не подарит. Все остальные игроки собирали, и ты будешь собирать. Не хочешь, не собирай. Тогда в обнову порадуешься и забудешь. Очень классное решение, на мой взгляд. Куда его упрощать-то дальше? Вот новичок бездонатный полностью. Налегке собрала этот вездеход. Говорить быстро, не быстро, это уже совсем отдельная тема. Ну, она сложно собрала его. Ну, нет, ну, что сложного-то? Я прям усирался и по секундам вымерял какую-нибудь коммуну, там, не коммуну, нет. Я дважды набивал 4 дня в коммуне, 2600 очков, и 200 не набирал. И вообще, я с коммуны получил около 4 где-то трансмиссий, может 5. А все остальное везде тебе дает игра. Пихают тебе. Ну возьми трансмиссию. Не хочу, не буду. Ну бери, блин. То есть, куда упрощать-то дальше механику сборки? Ребят, я думаю, ничего упрощать не будут. Но опять же, может и упростят. Ну куда дальше-то? Ее уже упрощали дважды. Там совсем другое количество ресурсов было. Да будет вам известно, кто не играл. Ресурсов было намного больше в сборке вездехода. Там ресов было 300, 400. Это давным-давно было, я уже и не помню. До циферок. Чуть запоминать такое говно, господи. Вот. Поэтому, ребят, уже все упростили. Остается только сделать. А можно ждать. Чего? Не знаю. Кто хочет ждать, ждите. Море погоды, пока вам вообще бесплатно этот вездеход за вас не соберут. Но поймите меня правильно. Есть игроки, которые это делали сами. Есть те, кто донатили на него, чтобы быстрее собрать. Вывод. Вам не отдадут его, ёб, вот так вот. Потому что есть те, кто его мучились и собирали. Вот вся история.
Бравирка, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за постоянную поддержку. Игорь, а не думал разыграть аккаунт сурвивалки? Блин, у меня недавно такая мысль закралась. Значит, мужчина мне какой-то написал, балабол. А можно купить аккаунт? Я говорю, можно. Ну, только не мой основной, сурвивалку. А какая цена? Говорю, ну, предлагай. И убежал мужчина. А потом думаю, блин, а как... можно же как-то поменять почтовый ящик? Ребят, напишите в чате, а можно поменять почтовый ящик на аккаунте? Я честно, я не знаю, потому что не интересовался никогда этой темой. И да, мы сейчас вот так красиво, да. Блин, как же круто провиант и золото. Блин, такая свобода. Так все-таки моды на дрона все в игре есть или нет одной? Рус 123, я без понятия, мне еще не хватает целых 5 модов. И я точно знаю, что 3 из них я видел своими глазами. Поэтому мне не интересно вот последняя мода там. Когда останется последняя, тогда и будет интересно. Без понятия. Рус 123.ру. Ребят, кто знает, поделитесь информацией такой интересной. Почту можно поменять у аккаунта или нет? Если можно, ну хоть вкратце опишите, как это сделать. У меня, к сожалению, почтовый ящик, который я не могу отдать. Никак. Если б я об этом заранее, балбес, подумал, я бы зарегистрировал отдельный почтовый ящик, и аккаунт был бы на том ящике, который я могу отдать. И чё? Я спокойно бы со счастливой душой разыграл этот аккаунт. Когда? Да хоть завтра ее, блин. Реально. Она, в принципе, уже достигла таких высот, о которых даже и не подозревал я, что она вообще сможет. Ну, можно еще чуть повыживать, да, чё горячиться, хоть завтра прям. Ну, в любом случае, да. То есть посыл понятен. Мне не жалко, я с большой радостью отдал бы кому-нибудь из подписчиков этот аккаунт. А тут надо, ну да, я и говорю. Да, ребят, что еще у нас? У нас охотничий инстинкт завтра стартует. Вот спрашивают, что нового. Ничего нового не будет там. Это будет все та же охота. Прикольная, если ты новичок, среднячок. Я думаю, очень даже интересно поиграть ее. Олдом. Олды это олды. Олды это отдельная вообще нация в игре Last Day. Они наиграли уже столько, что их, ёб, даже болото не удивят, которые выйдут. Чуть-чуть. Кого-то подольше зацепит, кого-то поменьше. Вот. А когда изменится что-то в охоте? Ну, плюс-минус, когда болото обновленное выйдет, чуть-чуть охота поменяется. Потому что на болотах будут обитать крокодилы. Это очевидно. У нас будет крокодиловая ферма, да? Ну и, в общем, ребят, слив обновления, который я снимал, посмотрите, кому интересно. Я достаточно много там показал. Хард, куда мне малый? Максим, вот ты заходишь в электрогенератор, вот у тебя есть там проводки. Проводок тебе надо поставить под дробилку и под генератор. То есть не от генератора ведем провод, а под. Как? Возьмешь генератор, переставишь его на соседнюю клеточку, построишь провод, поставишь на провод генератор. То же самое сделай с дробилкой. Минималка это 2 провода тебе надо. И через стенку будет у тебя установлена дробилка и генератор. Вот генератор, вот дробилка. У меня есть наиподробнейший гайд. Ребят, я честно, я не понимаю. Ну, говорить про все поколение, да, поколения, они, значит, такие, они не любят смотреть, что-то искать информацию. Она им нужна, но они почему-то ленятся в поисковой строке что-то вбить. Нет, мне кажется, такие не все. У меня есть это в гайде, расписано все от и до. Про поселение в одном ролике. Все топошные, самые лучшие лайфхаки.
И не просто лайфхаки. Я разжевываю там до миллиметров, чтобы даже самым скептикам объяснить, почему это лайфхак. Потому что такие люди есть. Они до сих пор находятся и говорят, это не лайфхак, это какая-то тупость. Что? Переставление мастерских, да? Переставление верстаков. Есть до сих пор люди, которые не понимают сути этого лайфхака, ребят. Они, я больше скажу, они утверждают, мне наваливают, что это глупость, что ты подписчикам какую-то фигню показываешь. Я на этот счет говорю, слушай, ты что пришел вообще? Ну иди, я не тебе показывал, я подписчикам показывал. А ты кто такой, блин? Ну есть такие упертые. В хорошем смысле, опять же, да? Упертый как баран, выражение есть такое. Я считаю, если ты что-то не догоняешь, ну, меня лично это как минимум заинтригует. Что-то я не догоняю. Что он тут придумал, ее? Надо выяснить. И тогда уже делать вывод. А что со звуком видео? А что со звуком видео? Ничего такого не произошло. Микрофон чуть-чуть запортачился, все. И что? Учитывая, что этот формат идет с камерой, ребят. Все. Понимаете, в чем сложность лив? Да, вот как стрим сейчас. Чуть какая-то техническая неполадка, и вы все это знаете, вы все это видите. Оно нафиг вам не надо. Но, к сожалению, увы и ах. Это лайв, это стрим. Прямо сейчас идет. А когда запись с камерой, частично. Тоже есть контент, он уже вышел и никак. То есть есть вот, как, блин, заново по дорожке повторять вот это за самим собой текст. Соответственно, если что-то со звуком случилось, все, это попадает в запись. Вся история. Ну, то есть, просто, что случилось? Ничего не случилось. Микро чуть-чуть глюканул. Ничего такого не случилось. Сейчас же хорошо микрофон работает, правильно? В сегодняшнем ролике про вампиров тоже хорошо. Я просто просмотрел, он зашкаливал и все. Как? Ну вот пальцем я его задел, ёп, и все, и у меня провод и привет. И бджик, настройка на компе сбивается, и звук уходит, ёп, в небеса вообще. Чувствительность повышается у него сильно. Так. Это все скучно, неинтересно, технические шоколадки. Но, ребят, повторюсь, нельзя ломать сейчас ствол, да? Ни один. Просто копить 2 ящика на СВДшку. Как? Ну, грубо говоря, вам надо развалить. Я грубо говоря говорю. Тебе надо развалить 5 стволов. Нифига. Ой-ё. Все, СВД это то, что я не буду делать на этом аккаунте. Вам не просто 5 стволов надо будет валить, ребята. Вам нужны будут огнестрелы чистые. Вам надо видеть свои шансы срабатывания на модификации. Понимаете? Чистый огнестрел, когда разваливаешь, у него шанс есть выбить модификацию, да, 20%. Вот тебе надо таких 5 развалить. И чтобы не выпал мода. 6-м разваливаем СВД, 7-м, 8-м. Сколько у тебя есть СВД, чтобы выбить свою модификацию. Я это в гайдике показывал. Это гайд вообще вот просто, понимаете, для игры Last Day, в моем понимании, это вообще бриллиант. Это точно такой же гайд, как я показал телепортацию через стены. Нету больше таких, нету. А почему они не ценятся-то так космически? А потому что это контент вообще просто имба для топов и стопов. Естественно, в игре Last Day это очень маленький пласт людей. Вот и вся история. Ну это капец вообще. И что, наглядно показал, как СВДшки доставать моды и качать эту винтовку. Ну это топ контент. То есть таких аккаунтов очень мало, кто уже достиг такой высоты, и им нужна эта СВД. Вот и вся история. Слово паразит, кстати, прицепилось. Вот и вся история, вот эта вот фраза. Будет ли новичок? Не знаю, найдем, как разыграть вот этот аккаунт. Будет. А чё нет?
Мне не жалко, ребят, я с большим удовольствием разыграл бы этот аккаунт. Вы должны понимать. Я бы не обломался пауэр-левелингом заняться. Есть такая штука в игровых магазинах. Пауэр-левелинг. Следак, спасибо тебе огромное. В очередной раз за поддержку, за донат, за постоянную поддержку и огромный донат такие. Ну вот. Но есть один нюанс, да, ребят. Почтовый ящик на этом аккаунте, мой почтовый ящик. Вот если его поменять, как его поменять, ребят, повторюсь, кто-то делал так уже. Я понимаю, сейчас может вылететь его в топ. Попрошу, ребят, не флудите, кто у нас помладше. Не надо выделываться и вообще вы не удивите дядю ничем, ёп. В этой жизни уже невозможно меня, ёп, чем-то удивить. Поэтому я больше ценю искренность. Тебе 13-15 лет, отлично, мы с тобой очень круто можем пообщаться, если ты захочешь, у меня время найдется. Но если ты не будешь врать, я не перевариваю вот этих вот, значит, людей, которые нагоняют, ёп. Вот, поэтому не кидайте его в топ, ребят. Если кто-то обладает информацией, реально сталкивался, вот это круто, напишите. Ящик почтовый можно в лаздейчике поменять? Я честно скажу, давным-давно я пробовал такую махинацию. Почему махинацию? Поменял. Потому что это, блин, было связано, ребят, с переносом. Короче, блин, сейчас я вспомню. Я объясню, почему махинацию. Блин, я вспомнил. Папка игры. И там какой-то файл сурвивал, т-т-т-т. В общем, давным-давно я переносил. Теперь это не надо все. Теперь есть Кефир ID. Переносил я, типа, данные, да, сохранения игры. И чё? И на любую почтовый ящик перешить можно, грубо говоря, аккаунт, да? Но это было давно и неправда, и вот настолько смутно, я не буду этой фигней больше заниматься и вспоминать, что это вообще такое было. Потому что там есть риск просто нафиг удалить аккаунт, еще и, не дай бог, почтовый ящик запортачить. Ну, вот. Официальный есть какой-то вот адекватный способ, ребят? Если знаете, напишите. Как поменять почту для аккаунта? Ну вот я делаю отвязывать, так? И аккаунт, грубо говоря, отвязывается от почты Google. Он от Google Play аккаунта отвязывается. Что дальше я делаю? Я типа захожу на этом устройстве, да, в теории, вот если я так понимаю, с другой почты и нажимаю привязать. Блин, ёп, просру аккаунт. Блин, вот зуб даю. Начну делать такую фигню. Ребят, с кнопкой отвязать вообще не балуйтесь. Ёп, просру. Мими. Ну да, вот, я сейчас теорию эту назвал. Но я просто, блин, эту кнопочку золотую помню. Блин, хвала разработчикам. Кто там говорит на них, что они там какие-то не такие. Они пример, значит, как надо вести игры Android, ребят. Кто? Разработчики Кефир. Пример. Вот это качество. Понимаете? Качество. Ёп, любой человек в своей жизни хочет качества. Ты не хочешь ехать на ржавом корыте со своей семьей, чтобы у тебя сквозняки гуляли по салону. Проехали куда-то на пикник, а в результате ребенок заболел и еще что-то. Ты хочешь, чтобы было комфортно. И тебе, и семье. Неважно, насколько ты себя много любишь. Не в этом дело. В общем, чтобы было качество. Вот это качество в мире Android игр. Почему? Под всему. Здесь четко идут техобслуживания, чистки. Мы этого практически не замечаем. Только истинные задроты, ему надо задрачивать, а тут какие-то техобслуживания. Ёп. Они должны быть работы раз в неделю между делом. Да? Надо перезагружать сервера и т.д. и т.п.
Здесь есть техподдержка, ребят. Она реально спасает аккаунты. Когда кто-то там, вот мне ничего не спасли. Если ты, значит, ребенок, почему-то решивший, что ты умнее всех и взрослых дядь, и решил, значит, придурнуться. А давай я скажу, как будто я задонатил 1 000 000 рублей, и у меня его ее подкатило. Я такое тоже видел. Нет, вам никто не нарисует доната на 1 000 000 рублей, потому что вас посмотрят. А у меня, к сожалению, не осталось ни чека, ни черта. Дайте денег. Блин, ну как, ребят, ну вы чё, блин, что за фигня? Не, если ты делал донат, то все отлично, ты предоставишь информацию, если вдруг потребуется. В редких случаях, что да, ты действительно покупал. Все остальное это, блин, детский сад, штаны на лямках. И чё, о чем я? О том, что разработчики работают. Вот я о чем. Ребят, все остальное гон. Не переживайте с вашими деньгами, с вашим аккаунтом, с вашим временем. Ничего не случится, если что-то произойдет. Но если вы собственноручно отвяжете прогресс отовсюду, у вас не будет кефир привязки. Удалите к чертям игру, устройство перезагрузите. Потом зайдете, где мой аккаунт, верните мне. Извините, вы идиот. Вам никто ничего возвращать не должен. Либо вы затупили. Вы умный человек, умный парень, девушка. Но вы затупили, это ваш тупняк. Вероятность, что вы потеряете аккаунт, очень большая. В игре целые 2 привязки, ребят. Никаких тебе на букву F. Наша привязка. Спокойно связывай Кефир ID. Связывай Google Play даже. Рустор. Качай игру. И все. И ничего с твоим аккаунтом не случится. Но если вдруг произойдет косяк, повторюсь, поддержка работает. Меня когда в поддержке рассматривали, меня не рассматривали как ютубера. Меня рассматривали как человека, причем который играет полностью без доната. То есть я был в порядке живой очереди, как все. И что? Все нормально чинят. Ёп. Самое большое это было, я рассказывал. Значит, еду я из метро на электричке, еду из Москвы в Подмосковье, недалеко, 10 километров от Москвы буквально. И вот там вот разъединение связи идет. И что, я в этот момент, короче, чик, у меня разрывается соединение, потом бамс, через время захожу, все, аккаунт не заходит. 2 дня самое большое было, и мне аккаунт починили. Вот. Я не говорил, что я ютубер, у меня ролики там горят. Кто давно подписан на канал, тот даже помнит этот момент, когда я чуть ли не первый раз я зарядил новый аккаунт новичка и говорю, что я за свой не могу зайти, ёп. Запортачился аккаунт. Было такое давным-давно. А вот. Да вы чё меня балуете, а? Подряд 3 транспортных хаба не было, а теперь уже 2-й транспортный хаб и ящик, значит, черный с золотом. Это великолепно, ребят. Ради него сейчас этот новичок сюда и приходит. Да. Вот, ребят, в общем, в моем понимании это эталон, понимаете? Все бы такие были игры. Но, к сожалению, есть другие, где техподдержки вообще не существует, ёп. И насрать, сколько ты задонатишь. Если что-то случится с Аком, все, привет твоим деньгам, времени, нервам. И вот это вот неудовлетворение с тобой навсегда. Поэтому, да, играть надо в качественные игры, понимаете? Я поэтому не хочу играть в какой-то порожняк, который, ёп, непонятный там. На этапе тестирования, да, первого ролика я уже вижу, что связи с админами нету. Ничего нету, ёп. Привязок нету, ёп. Вообще, как тебя выпустили в Google Play-то, блин? Игра. А Google Play насрать, если есть потенциал хоть какой-то. Они свой кэш делают на другом. Все просто. Куда писать? Не понимаю, о чем ты. Куда писать? Привет. Смотри, такое дело. На дубовых локациях задание Бореала. 10 снежинок. Перс замерзает. Одеваю. Чейнл, вот смотри, это просто с твоих слов. Есть вероятность, что ты затупил. Да? Я первый раз слышу о том, что одевают люди нормальную одежду, и она не согревает почему-то.
Там два типа локаций. Одна очень холодная, другая средне-холодная. Сверху можешь видеть количество холода, которое тебе надо, чтобы у тебя в параметре было. У меня в параметре 4 холода. Мы сегодня на зимнюю локацию, кстати, прокатимся. Ну, пиши разработчикам. Ребят, прямо из игры шестеренка сверху. Я не буду туда сейчас заходить. Вон кнопочка поддержка. Тапнули, загрузились, нашли. Нашел баг в игре, проблемы с аккаунтом, проблема с оплатой и т.д. и т.п. Да? Все. Я только что убил 10 минут на то, чтобы объяснить, что это действительно работает. Я больше не буду. Вы, если Фома неверующие, и вы там столкнулись с какой-то ситуацией, там, или, блин, еще надо понимать, ребят, такой момент, да? Существует суббота-воскресенье в нашей жизни. Представляете? И когда у вас после школы выходные, у взрослых людей субботу-воскресенье, значит, короче, не рабочий ёбней. Хотя, есть всякие дежурные и т.д. и т.п. Но надо понимать, ребят, если какая-то серьезная проблема, вот этот дежурный ее не сделает. И это сделают с понедельника по пятницу. Опять же, надо понимать, ёб, что когда ты написал и ночь глубокая в понедельник, тебе никто не решит твой вопрос. Люди спят, почему ты, ёб, не спишь? Блинчики. То есть, и вот все моменты, понимаете, за все время, вот что я вижу, там кто-то пишет из подписчиков, из гостей канала, всегда можно все объяснить банальными такими вещами, просто с ума не сходи. Есть же какие-то, блин, рамки, а не так, что прям вот вообще, ёб, телепатически твои мысли все читают и все тебе чинят. Есть много других проектов, повторюсь, где нету никаких, ёб, техподдержек, ни черта нету. При этом там вполне себе хороший донатный магазин. И если ты просрешь бабки, ну ты отдашь деньги, чтобы себя порадовать, реальные деньги. Нет никакой гарантии, что все будет ровно, блин. И чё, это отвратительно, ребят. Нет, должно быть качество все-таки, да? Обслуживание, скажем так. Ну, даже ночью помогали, ну, конечно. Я же говорю, есть дежурный. Я, грубо говоря, так сказал, дежурный. То есть техподдержка — это техподдержка. Это не менеджеры комьюнити, там еще что-то. Они работают посменно и в ночь тоже. У такого проекта, как Last Day, точно они есть, ребят. Это какая-то маленькая компания, и за это их не надо винить. У них может и не быть таких сотрудников. Скорее всего, их не будет. Почему? Ну, нарисуй бабла, чтобы маленькая компания могла много людей нанять. Тогда будут, блин. Last Day — это большая игра. Не маленькая. Это как танки Блиц, ёб. Я не знаю. Там какой-нибудь Genshin Impact, да. Grimsoul я тоже считаю. Они уже давным-давно большая компания. И помимо Grimsoul, если вы не знали, ребят, у Grimsoul еще существует еще один проект, который они следующий выпустили. И он тоже выстрелил на 10 миллионов скачек в Google Play. А почему я ее не снимаю? Времени нету. А почему? Потому, ёб. Называется Киберика. Я ее снимал на канале достаточно долго. У нее 10 плюс лямов. А потом после Киберики они еще один проект выпустили. Обезьяны онлайн. И тоже крутой, ёб. Не 10 миллионов, а что-то типа 5 миллионов. Это только по Google Play, ребят. Все остальные платформы я не смотрю. Вот, поэтому разработчики Grimsoul — это тоже крупные ребят. Та-та-та, ребята, та-та-та. Давайте только на стриме не будем это делать, ребят. Оставьте мне этот кайф на ролик. Ну вы это видели. Блин, ё-моё, железные прутики. Опять же, если ты из тех людей, которые... Я же говорил, они падают, а я и не говорил, что они не падают. Я говорю, что они редкие. Вот этот персонаж уже сделал сколько зачисток. И только сейчас она навыбивала этих прутиков, чтобы собрать вот эту ерунду. Я уже почти закончил сборку 4 уровня поселения. Именно об этом я говорил в своих видео. Не жди этих прутиков. Продолжай грейдить поселение.
с расчетом на то, что ты самостоятельно это все сделаешь. И чё? И тогда все хорошо будет. В результате мы уже почти там закончили, да, а у нас нападало тут. И чё? Блин, ну круто, чё? Не вижу в этом, ёб, ничего плохого. Так, ребята. Мы отправляемся домой, ну вы поняли, да? Капец, великолепно, ёб. Я думал, это капец не случится. Блин. Ну, что значит думал? Ну, надежда-то была, конечно. И вот оно, значит, да, вот оно случилось. Так, давайте-ка вот так все-таки сделаем, ребят. Вот из этого ящика еще. Вот, ребят. Поэтому, да. Кому не падают эти прутики, не расстраивайтесь. Вы такой не один, они всем не падают. Но если вы будете продолжать долбить эту ерунду по откату. Появился провиант впуливаем еще дополнительно. Вот как я сейчас за этого персонажа, да? Упадут вам эти прутики. Возможно, вы уже поселение прогрейдите. Да, теперь хватает. Уже даже больше, чем надо. Видар, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за постоянную поддержку. Ребят, я не устаю это повторять за постоянную поддержку. Нет, конечно. Это самое малое, что я могу, значит, ответить вам в моменте, прям сразу и здесь, да? Сказать спасибо за поддержку. Привет, забаговался ремонтный верстак на базе. Техподдержка, попросили видео, ответили спустя 2 числа. Оказалось, что телефон слабый, купил планшет. Офигеть, блин. Вы это читаете тоже, ребят? Вы это читаете тоже, да? Ну вот. Я же говорю, самая большая техническая проблема это, если у тебя черный экран и загрузка останавливается. Вот это привет семье. Потому что ты не можешь написать в поддержку, ты в игру зайти не можешь. Объясняю, как решается вопрос, ребят. Вбиваем в поиске кефир, техподдержка, last day. Вы найдете сайт разработчиков, конкретно вот last day, да? И что, у них там есть кнопочка техподдержки. Когда вы загружаете игру, у вас черный экран, тапните сверху 2 раза, левый угол или правый, или снизу. И чё? Выходите в другое окно, в какой-нибудь, допустим, текстовый файл, даже если вы на телефоне, и попробуйте вставить. Тапнул и держишь. И у тебя вставится ID-шка твоя. То есть на черном экране мы можем скопировать свою ID. Если вы не знали, вот кому это потребуется, запомните. На моменте прям загрузки ластдея копируется ID. То есть не надо заходить в игру. Какой? Вот этот UID. ID. То есть номер твоего аккаунта. Если у вас это получилось, все. Ваша задача это отдать ID разработчикам, сказать черный экран, игра не грузится. Махом тебе все починят, и это будет легко. Естественно. А также черный экран очень часто решается как? Я почему про него говорю, а совсем недавно кто-то мне написал про него. Черный экран решается с последующими обновлениями какими-то. То есть полностью сносим игру, да, соответственно, переустанавливаем и все идет. Но надо дождаться тех работ, скажем так. У меня были такие, я ловил такие штуки давным-давно. И чё? Все нормально, аккаунт живой, как вы видите. Повторюсь, не было никакой... ну, это потому, что ты ютубер. Это глупости. Я когда в техподдержке пишу, я не пишу, что я ютубер. Твой ID у них есть. Нету моего ID у них, им вообще насрать. Как к тебе отношение, так и к ютуберу. Ничем, ёб, не меняется. Это, блин, фигня все полная. Что какое-то там отдельное отношение. Вот, допустим, человек 1 миллион задонатил в игру. Возможно, к нему будет другое отношение. Если это технически возможно реализовать. Ну, скажите, что это плохо, ребят. Был бы я владельцем игры, я бы постарался это технически реализовать. Чтобы я видел платиновых аккаунтов.
И чё? Ёп, это так нормально вообще, ребят. Что ненормального в этом? Что ненормального? Это очень даже нормально. И чё? И человек идет без очереди. Я не вижу в этом ничего плохого. Я вижу в этом, наоборот, нормально. Почему? Ну а почему нет-то, блин? Если человек жестко, допустим, поддерживает. Я так утрирую, да, ребят, преувеличиваю, чтобы было понятно как бы сразу. Я не миллион, я просто говорю, что вот какая-то крупная сумма на аккаунте. И чё? Неплохо бы вести статистику таких аккаунтов где-то у себя там в закромах, чтобы понимать, да, кому приоритетная техподдержка. Между делом, это, ёп, везде сплошь и рядом. Вот, к примеру, взять популярную штуку, как ИИ, да? И вот ты покупаешь подписку ИИ. И чё? Это сразу будет на главной странице большими буквами. Приоритет техподдержки и запросов и всего остального. Все. Или, допустим, в банке вы открываете счет. Просто счет, как просто человек. Или бизнесмен, который забашлял туда 100 штук баксов на счет банка. Ну, конечно, банк будет в приоритете, ёп, смотреть на тебя, кто туда забашлял 100 штук баксов. А не просто на меня, ёп, блин, который открыл какой-то маленький счет там в 1000 рублей. Поэтому, блин, вообще, я не понимаю, да, если у нас, а у нас есть молодые выжившие, вот. Это нормально, ребята, это нормально. Ходили на концерт? Нет? Когда пойдете, обязательно найдите глазами VIP-ложу. И чё? Ну вот. Кайфово. Но, опять же, есть своя романтика стоять в потной толпе. Все вправо, и ты вправо. Все влево, и ты влево. Все вперед, и ты вперед. У тебя вариантов нету, потому что вы плотненько так стоите, блин. Блин. Ну... Что ж поделать. Блин. Харди, когда будет лаборатория? Выживший. Немного было офф-топа по техподдержкам и всем остальным, да, ребят? Пишите, и вам обязательно ответят. Я прям ссылку кидать не буду на официальный сайт, но там, где есть магазин кефиров, там и найдете контакт сайта именно, да? Ну, если вдруг у вас проблема будет прям жесткая, то есть у вас все запортачился в аккаунт, вы на него зайти не можете. Лаборатория уже была. Была лаборатория, ребята. За этот аккаунт мы лабораторию уже как только не чистили. В ближайшее время не пойдет она в лабораторию. Нечего в этой лаборатории делать этому персонажу. Куда можно потратить ясень? Сейчас покажу, пока я не убежал. Ну, во-первых, апгрейд металла. Ну вот, смотри, пол, да, сделать более фантастический. Стена металлическая, тоже ясень. И, во-вторых, стеллаж. У меня нету пока еще, к сожалению, ни одного стеллажа. Поэтому я даже показать-то, ёп, не могу. Стеллаж надо сделать. Уровни стеллажей, вот стрелочка, да, качаются. И нужен ясень. Не помню, 20 что ли ясеня на один уровень. А 10 уровней. Итого 200 ясеня, да? Надо на один только стеллаж прокачку. Ёп, вообще жесть. Привет, смотрю тебя с начала твоего новичка. Как получить винты для катера и какое твое любимое оружие? Винты для катера, ребята, все так же, ничего не изменилось. Они вот здесь получаются. Надо делать доставки в порту. Вот это порт локация, да? Доставки. И ходить в стоки. Но не ждите, что вы зачистите 10 стоков и готово. Вы зачистите 10 стоков, может быть, получите 2 винтика. Вы все хорошо получите, если вы будете слушать внимательно. Надо делать 3 вещи. Доставки обязательно. Зачистка стоков обязательно. И задание на Бореала и убивать Бореала, когда сделал задание. Все. Вы соберете катер очень быстро и несложно. Если вы хоть один из 3 пунктов выполнять не будете, тогда все пойдет через одно место у вас. Вам стоки никогда не дадут тогда ни одного винта.
Потому что репутацию надо прокачивать. Это должно быть равномерно, вы понимаете? Ну и только одной доставкой заниматься тоже полная ерунда. Но локация стоки, после того, как ее изменили, ее упростили, да настолько упростили. Вы пока будете винтики выбивать, вы резины набьете. И на курьерскую доставку, и на вездеход, и на все остальное еще и останется. А еще будут фильтры падать, ключики гаечные, они нужны. В общем, все есть в плейлисте новичка, в принципе. Я вместе с вами за этого новичка все по новой, значит, обновлял в голове. Потому что все изменили. Когда я развивался за основу, не так было. Блин. Вот ты, зараза, что забыл я выложить. Отвлекся и это. Ну ладно, срать. Теперь хватит места, самое главное. Можно задание Бореала, в принципе, не делать. Делать только стоки и доставку, да? Ну, лучше делать, потому что Бореальчик вообще, он независимо дает гарантированно. То есть он не зависит от стоков и, значит, доставок. Он сам по себе Бореал, вот какой есть, такой есть. И что? И периодически дает винты. И не только винты, не помню, что он там еще дает. Но что-то много он дает интересного и ценного. Так, вот это точно мы не выбьем, да? Ну, вот это давайте говно. А может 40 ясеня надо на прокачку одного уровня верстака. Ребят, я не помню точно. То есть это такая, понимаете, вот... Ёп, это абсолютно бесполезная для меня личная информация, ненужная, которую знать не нужно. Ну, реально, ребят, есть игроки, вот, к примеру, у нас модератор Дима Бастрыкин, да, давным-давно, я помню, у нас разговор, значит, состоялся, а я хожу, фармлю болото, стеллажи прокачиваю. И чё? И вот после того, как мы с ним поговорили, я чуть-чуть побегал, прокачивал стеллажи, даже ролик снял. Да? Что-то ее было только что. Вот. По стеллажам, да, даже видосик снял. И чё? Ну и все, короче. Снял видео и забил опять там. Прокачал один стеллаж до 3-го левела. Один там до 2-го, там механику просто показываю. Грубо говоря. То есть мне вообще, ёп, не заходит прокачка стеллажей, ребят. Это удобно, это прикольно. У тебя в одной ячейке там будет что-то типа 50 или 100. Ну, то есть берете, понимаете, и в одном стаке у вас 100 дерева. Ничего себе, да? Круто вообще. Ну, не, это капец. Да, это такой контент, ребят. Когда-то, давным-давно, это когда ж было, блин. Я, наверное, да, таким занимался. Я помню, мы с Карифаном, я рассказывал с Сашей, делали башню магов. Вдвоем. В игре Mortal Online, первая часть. Эту башню кланом собирают. 50-100 человек. Мы вдвоем, 2 затрота делали. И чё? Блин. Мы когда сделали одну, мы поняли, что нам нужна еще одна. И мы не остановились на 2. Мы пошли к 3. И потом, когда чуваки узнали на сервере, это 2 человека... 2 кента из России владеют этими башнями магов 3 штуками. У нас пытались ее отбирать, но там проблема в том, что ее не так легко было отобрать. И что, у нас так и не отобрали, пока мы не перестали играть. Нам просто надоело, и мы ушли из игры. Но дело не в этом, нам было интересно. Понимаете? То есть... это для большинства игроков задротство. Они в этот момент все сражаются там, да, на конях, ёп, не на конях, там, вообще ужас, что творится. А мы фармим ресурсы, добываем, ездим, даем, собираем эту башню. И чё? Ну и вот об этом и речь. Если тебе это по кайфу, тогда забей, ёп, на всех вообще. Делай, в этом суть игры. Получать от этого безобразия, значит, удовольствие. Если тебе нравится, делай, все. Тебе нравится с копьем фармить бункер альфа, вперед из песней. Единственное, если ты не хочешь, чтобы столкнуться, значит, со мной на агрессивный ответ, ты не говори, что ты крутой, а все говно. Что ты такой бегаешь и копьем альфу зачищаешь.
Тебе по кайфу так с ума сходить, сходи. Только ты не думай, что это обосраться, ты там самый крутой после этого. Можешь думать, только не пиши это, потому что, ну, это как уже? Что я тебе должен ответить? Я к чему? Были, значит, инциденты. Блин. Рио Джуки, привет. Я хожу, фармлю болото, половину ящиков. Блин, да я заставить себя не могу. Сейчас, когда новички появились, заметьте, ребят, я все совсем осадил. Пока не было новичка, да, я фармил болото. Потихонечку. Ну, по чуть-чуть фармил. Хотел хоть один стеллаж 10 левела и снять ролик, что я сделал стеллаж 10 левела. А появился вот этот новичок, и все. И чё, ну, совсем прям нет желания в болото бежать сейчас. Пойдем уже в новые болота. А вообще, да, повторюсь, это очень... Блин, меня сейчас убьют, ребят. Ай, насрать мне. Вот так. О. Ай, хорошо, да? Супер, блин, обманули. Ну вот. Сейчас уже и не надо. Уже дождемся обновлений, и тогда пойдем в новые болота, да? Алексей Ди, привет. Матвей, привет. Так, ребят, ну чё, теперь у нас, значит, поехали ресурсики вернем, а потом зима и острова. Зачем? Просто подгоним 14-14, да? Я об этом говорил. Про возраст что-то. Зря спросил. Почему зря? Попиков, сколько дашь, столько и будет. Попиков, ты лучше мне скажи, тебе зачем эта информация? Паспортная моя. Тебе как-то мотивироваться. Зачем она тебе всралась? Вот просто мне скажи. То есть я уже объяснял этот момент в шутку. Так я так считаю по факту. Когда дядя спрашивает возраст, да, он спрашивает у девочки возраст. Ему девочка понравилась, дядя свободный и интересуется возрастом. Но опять же, что-то как-то это, ёб, ненормально, заранее скажу, осуждаю. Дядя. Парень, другое дело. Поинтересуйся, парень, будь умным. Мало ли, сколько девчули годиков-то. Она-то тебе ляпнет что угодно, это понятно. А потом, блин, не дай бог, блин. Вот. В противном случае вообще не понимаю. Я когда интересуюсь, я не вижу вашего лица. Я не понимаю, с кем я общаюсь. Уже совершеннолетним, да, взрослым парнягой или там девушка написала. Или это ребенок. Я должен понимать, как отвечать. Потому что если я слишком жестко отвечу, это будет неправильно. Меня оправдывает то, что я не вижу лица. Но при этом морально для самого себя меня ничего не оправдывает, если я тебе, ребенку, отвечу не как ребенку. Тут дело не в мате, ребят. Поэтому я иногда интересуюсь возрастом, когда вы мне пишете, да, в телеге. Когда непонятный какой-то вопрос. Я первое, что спрашиваю, а тебе сколько годиков-то вообще, что ты такие вещи спрашиваешь? Да, я проанализирую, чтобы я мог понимать, что тебе ответить-то. Чтобы не травмировать твою психику. Попиков, мне 21, на заводе работаю. Ну отлично, на завод далеко не всех впустят. Да? Блин. Есть такое понятие, да? Неправильное, Попиков. Вот у тебя очень даже правильное. Чё? Ну, сейчас как многие дети думают. Я хочу стать блогером. Это как, знаешь, 20 лет назад хочу стать звездой. Линчики, то же самое. А если, значит, кто-то говорит, что работает на заводе, на заводе. Ребят, лишний раз за тех людей, которые работают на заводах. Это люди с высшим образованием. 99%. Туда блогеров не пустят. Очень многих. Почему? Ну, потому что нету этого технического высшего образования. Поэтому между делом, да, в следующий раз, когда вы там будете осуждающе говорить, вы имейте в виду, это, ёп, инженеры. Блин, и чё? Ты еще выучись, ёп, ты еще стань таким, чтобы тебе можно было.
А мне не надо. Это уже другой вопрос, что тебе надо, что не надо. Речь о том, что не суди, ёб, не судим будешь. А хочешь за умного сойти, лучше, блин, помолчи. Что касается людей, которые работают на том или ином заводе. Ну, есть такое понятие, да, я это видел на стриме. Бред такой вообще, блин. Ё-моё. Неправильный. Так, ребята, это все в топ, поехали дальше. В общем, мужчина, я тебе сказал, нарисуй, сколько тебе влезет. Сколько влезет, столько и будет. А хочешь я при тебе, ёб, паспорт поменяю? Скажешь мне, какое имя, фамилия? 1 биткоин? Реквизиты в описании. Я прям тебе паспорт, я прям завтра поеду ёб, менять. Да, конечно. Что придумаешь? Только смотри, если будет что-то матерное, имей в виду, мне могут заднюю врубить, да? В паспортном столе мне скажут, нет, мы на такое менять не будем. Хотя, с другой стороны, слушай, опускай, да? Пускай. Мне это будет испытание. Я думаю, я договорюсь. 1 биткоин, блинчики. И чё хочешь? Да? Да. Думаю, это вообще не проблема, блин. А, я понял. То есть чисто у тебя такой интерес. Блин, ну слушай, уже взрослый дядя, да? Взрослый. Вот еще один, ёб. Блин, тут, ребят. Сколько есть, все мои. А че стесняешься? Блин, меня пытались разводиться, вот на это стесняешься. Нет, не стесняюсь. Просто стараюсь как-то от офф-топа побыстрее уходить, потому что на моих стримах и так очень много офф-топа. И есть игроки, кому это не нравится, ребята. Чуть-чуть, на пару сек ушли в офф-топ и вернулись. Иначе прям вот есть много, кому не нравится. И я скажу, что они абсолютно правы. Сильно в офф-топ уходить, да, это вообще фигня полная. Так, ребят, ну чё? Куда мы дальше поехали? Смотрите. Опачки, оп-опачки, оп-опачки. Не на стриме, ребят. Оставим этот фантастический момент для ролика. Для какого? Для который завтра выйдет. Ну да, все готово, ребят. Все есть. Наконец-таки. Лех, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Дочке 10 месяцев. Обожает твои ролики. Особенно финальный трек. У твоей дочки очень хороший вкус. И папа, если включает. Блин, ну вот... Лех, спасибо, что периодически напоминаешь. Чтобы я понимал, кто меня смотрит. Что меня смотрят не только взрослые, да? Че, я себя осаждаю и много вырезаю из роликов. У меня иногда юмор прям... Да, вот... Блин, вот прям он сильно на грани. Вот прям все, ёп. Дедлайн, красная линия. Еще шаг мужчина и капец. Да, бывает, бывает. Ну, конечно, матов нету, ребят, я повторю. Я монтирую ролики, монтирую. Каждую миллисекунду. Понимаете? На звуковой дорожке. Не секунда, а то, что входит в секунду. И чик-чик. Я могу накосячить, но такое происходит редко. Раза 2 за 9 лет такое было. Что 2 ролика вышло, где пролетел мат, где я просмотрел, да? Почему? Ну, блин, банально болел, не болел, ёб, торопился. Что-то, какие-то причины. А так вообще я монтирую. Стараюсь, да? А финальный трек это Диме огромное спасибо. Диме, значит, Бастрыкину и искусственному интеллекту. Ребят, между делом. А вы знали, что недавно, значит, вышел трек? Вот просто вам рассказываю классную фишку. Ну, это классная фишка. Я не знаю, вот эти вот с плакатами, да, бомжи, орущие про апокалипсис в американских фильмах. Вот на них похожи, значит, некоторые дети сейчас. У них целое движение. Нет АИ. Нет АИ.
Это ваше время, не мое. Вам жить в этом. Как это нет-то, ёб? Да, да. Да, надо говорить ИИ, потому что это прогресс человека. Он не сам ее появился, это мы, люди, ее сделали. И чё? Просто, ребят, не надо там выдумывать про терминаторов и т.д. и т.п. Все зависит от человека. Куда пойдут эти знания? В хорошее или в плохое? И чем все закончится? Но это прогресс, ребят, я в шоке. 13-15 лет дети, есть целое это, знаете, вот у них движение как квадробоберы, только у них движение против искусственного интеллекта. Это в ваше время, ёб, если ты не будешь его знать и не будешь с ним на ты за бортом этого корабля останешься. Ты будешь не удел, ёб, в будущем. Это факт уже. Тут не надо быть гением и понимать. Лучше сейчас научись и будь специалистом в этой области. И чё, и все у тебя будет хорошо в недалеком будущем. А там, вот, рабочие места заберут, т-т-т. Блин, докопаться можно даже до фонарного столба. Да, конечно. Вот я в юмор говорю, если у нас есть, значит, кто-то, работающий в правоохранительных органах, он тебе на ушко может шепнуть, что это значит. Докопаться можно до кого угодно. И до любой ситуации. Надо все-таки позитив какой-то видеть, а не негатив прежде всего, да, ребят? Вот. И чё? Ну и вот, короче, да, договариваю мысль. Значит, дядька наш из России, выпустил трек. Вбейте потом после стрима, только не на стриме, ребят. Значит, Kanye West, «Седая ночь», Юрий Шатунов, «Земля ему пухом». И чё? Это капец вирусная фигня. И фанаты Kanye West'а ему дружно сказали: выпускай трек, представляете? Выпускай трек, значит, реально, чтобы был ты, ну, официальный трек, да, «Седая ночь» Юрия Шатунова. Я послушал чуть-чуть, там, пару шотов, ёп, это так круто, ребят, ну, реально очень круто. То есть вы поняли, да? Наш чувак создал с помощью ИИ трек, который якобы поет Kanye West «Седая ночь» на английском. И получилось настолько круто, что фанаты Kanye West'а ему сами начали долбить: сделай, запиши этот трек вживую, блин. Блин, и чё, ребят? Ну, блин, вот кто-то скажет, ну и ничего, а мне кажется, это даже очень о многом говорит. Это говорит о многом, ёп. Это не ничего. Вот. Вот и так здесь, да. Трек, который в конце роликов у меня. Очень классный трек. Повторюсь, Диме Бастрыкину за это спасибо огромное. Навсегда будет. И неважно, Дима, разойдутся у нас с тобой взгляды или нет. Потому что есть у меня определенные взгляды, значит, на общение в интернете, которые я никогда сдвигать не буду. Что неприемлемо. Так, чё. Задержались мы тут. Чё за ПК у меня? У меня ПК, блин, подписчики мне собрали. Ну, половину этого ПК точно. И видеокарточку, и материнскую плату, и, блин, часть кулеров и всего остального. Серьезно, да, все в процессе модернизировалось. То есть, когда стартовал канал, да, совсем другой был ПК. Но со временем оно все изнашивается и требует замены, да. Ну и, как говорится, сапожник без сапог. Каждый раз, когда это надо менять, это полный привет семье. Блин, даже не знаю, как... Ну, нормальный, не космический. Видеокарта 3050. На данный момент это уже не актуально. Но смею заметить, когда мне ее пришлось менять, тогда видеокарты вообще в космос улетали. Видюшки в магазинах были 1 050 000. Чего? Ублей. Какая черт разница? Как машины стоили. Вот в этот момент я был вынужден менять видюшку. Видюшку покупал в кредит за 65, что ли, тысяч. Сейчас она стоит, я не знаю, может 20. Что-то типа того. Рио Джуки, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат.
За постоянную поддержку огромный донат такие. И за помощь в клане, конечно же. Я тоже думаю, что от человека зависит, победим ли мы восставших. Ну вот я тоже, да, вот, чё фигнёй-то заниматься? Блин, это внедряют в медицину, ребята, вы понимаете? При помощи этого искусственного интеллекта уже жизни спасают. И много где еще. А кричать, да, а вот там в Индии 20 человек со швейной фабрики уволили, теперь и работают. Знаешь, вот каждый, кто так думает. А вот если ты будешь коммерс, ты бизнесмен, у тебя есть бизнес, ты не воспользуешься моментом, чтобы еще круче раскрутить свой бизнес? Вот тут просто ребенок только предвзятый глупо может ответить. Нет, я оставлю у себя на фабрике людей. Да ладно. Ты не воспользуешься моментом, чтобы еще больше зарабатывать себе, детям своим, семье. Воспользуешься. И не надо врать, что нет. Поэтому тут какие-то единичные случаи, да. В любом случае, ребят, не будет так, что все делает искусственный интеллект, а люди ее безработные ходят. Этому тупому созданию под названием искусственный интеллект нужен человек живой. Тут без вариантов. Не будет он, как в кине, автономным, ёп. Почему? Потому что мы люди не глупые. И никто его автономным делать не будет. Так что мы ему не нужны. Потому что если мы ему не нужны, ну тогда он от нас избавится, чтобы розетку из розетки не выткнули. Да, конечно. А вот знаете, вот допустим, вот писали мне часто раньше ребята, рисую заставки там. Я могу понять этих людей. И всех остальных, кто с какими-то сферами связан, в которых уже привет семье пришел, благодаря ИИ. Знаете, когда-то давным-давно были заводы, которые печатали газеты, журналы и многое другое. Как вы считаете, где эти заводы с газетами и журналами, которые смогли приспособиться? Они и есть, существуют до сих пор, и у них все классно. Которые под новое время не смогли подстроиться. Привет им. Обанкротились они, все, нету их. Потому что появился великий и ужасный интернет, ребята. И что теперь? Не надо, значит, было запускать интернет? Ну, сами прикиньте. Да ёп, меня бы тогда не существовало, канала Печка ТВ. Как это не надо было, блинчики? Вот так и с ИИ, ребят. Прогресс это прогресс, ёп. С тобой или без тебя он по любасу будет. Важно, ты будешь в лодке или за ее пределами. Но когда 13-15-летние дети кричат, как это плохо, блин, это такая глупость. Да это же твоя фишка. Не моя, твоя, блин. Твоего времени, приколюха. Следак, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за постоянную поддержку. Ну вот, ребят, просто, блин, в ногу со временем идти, есть такое, да? Не я это придумал, давным-давно уже. Есть такой завод, забыл как называется, хороший пример. Значит, они что-то там выпускали, какие-то машины, я не помню точно кто, но какие-то известные. Не Ford, а вот что-то такое. И чё? Но потом, значит, пришло время и привет семье. Все конкуренты и все загнулись, кроме них. Почему? Они вовремя перестроились на другие, значит, колеса и начали делать трактора. Трактора, которые сейчас в мире одни из лучших. Они перестали выпускать эти машины, потому что их время прошло. Вот, блин, тут об этом речь. Кричать, усираться с пеной у рта, как это плохо, если это коснулось тебя и ты... Ну, вперед из песен. Мне кажется, лучше это, да? Жизнеспособные организмы тем и отличаются от других. Что они подравниваются под ситуацию и идут в ногу со временем. А наше время только разгоняется. И искусственный интеллект в нем будет везде. И чё? Ну и вот, ребят. Меня уже не будет в живых, когда кто-нибудь станет супермагнатом на этом поприще. Записывайте. Блин, лучше сейчас начинайте обучаться, чем потом. Обыскать транспорт. Ага. Блин, ну я ж за энергию мог. А вон, видите, палатки, ребят? И два самоката стоят, ёп.
У меня везде теперь самокаты. Блин, как ребенку купили самокат, все. Что, первый день страшно было, он не понимал, что происходит. Я сам не мог понять. Ребенок равновесие, что ли, не ловит. А потом... У тебя же руль, ёб, фиксированный был на этом трехколесном. А тут он гуляет на подшипниках. И чё? Ну, сейчас 2 дня покатался, и уже так хорошо. Уже все, уже это понимает, что надо фиксировать руль, мышцы напрягать и ручками держать, да? А я сам не мог догнать. А потом, ах, вон оно чё, ёб. Руль же не фиксированный. Дело не в равновесии, блин. У нас с вестибулярным аппаратом вообще все хорошо. У меня такого не было, когда я маленький был. Я иногда так прикалываюсь. Говорю, Дань, ну-ка покрутись. И он встает на месте и начинает вот так вот, просто вот так вот раскручиваться. Прям на месте. Я вот так стою, ловлю. Он жик остановился. Еще, папочка? Блин, я елы-палы. Серьезно, что ли? Ну, то есть, да, каждому что-то своя какая-то фишка. Тут, блин, мне кажется, я маме уже сказал. Мне кажется, я увидел фишку. И чё? Ну, блин, это капец. Перегрузки 500G насрать. Все нормально. А я, значит, с ним залезу на карусельку. Мы катаемся, он, быстрее, папочка, быстрее, я сейчас сам раскручу. Начинает раскручивать, все, я понимаю, я сейчас блевану, короче. Реально, все, я Даня стопе. И он чик останавливается, смотрит на меня, что ты на меня смотришь? Ну, типа, этот цвет лица поменялся. Я говорю, так я сейчас блевану ее. Куда ты так раскручиваешь-то? Ты строгий отец? Я надеюсь, что я правильный. Дело не в строгости. Самое сложное это наказывать и отказывать, да? Самое простое это дарить. Дарить и отдавать. Тогда что, ребенок рад, а ты крутой. Да? Где? Ты везде крутой. Ты для него крутой, и внутри себя ты крутой, что вот я красава, ёб, я смог. А вот не давать, не покупать, вот это да, это самый привет семье. Это самое сложное испытание, блин, для родителей. Мы единичные случаи какие-то стрём какой-то не обсуждаем, ребят. Я обсуждаю там, где все нормально с головой, и чё. И для родителя ребенок это самое главное в жизни. Я вот про это. То есть про нормальное течение жизни, да? А не про то, где родитель на первом месте, а ребенок. А что ребенок? Ну, ребенок и ребенок. Нет, я не про это. И чё? И вот при таких раскладах это капец, ребят. Самое стрёмное, конечно, это, блин, не то, что наказывать, просто не давать, блин. Отказывать, а не наказывать даже. Бежим, нас зажали. Так. Кто там написал, ты святой? Да ты что, издеваешься, что ли? Нашел святого. Я вообще не святой. Есть, конечно, пожестче меня демоны, вообще засранцы. Я всегда удивляюсь, как их земля носит-то, ёп. Обычно, как и всех. Но нет, я не святой, ты чё? Мы все, так или иначе. Я тоже Данил. А ты Данил или Даниил? У нас потому что Даниил. Очень затратно. Почему? Да вообще насрать, ребят. Давайте этот сразу момент покажу. А че, вы откуда и куда? Говноеды. Кто такие? Не понимаешь? Нет. Затратненько, ребят. А нам сильно и не надо круто. Вы понимаете, в чем прикол-то? Сейчас домой побежим, покажу. Самое дорогое здесь это броня. И да, я мог ее сэкономить. Ну, вы в курсе, да? Надо было просто снимать и в военной сражаться. Чуть-чуть больше лечения потратишь. Когда ты доходишь до вот этого уровня, ты лечение-то не считай. Ты считай то, что поценней, нежели какое-то обоссанное лечение.
Самое ценное здесь было сейчас затрачено. Это броня, естественно. Ее ремонт подороже. А вот оружие вообще смех. А завтра будет стрим? Нет, Битлджус, не будет. Блин, у нас в семье мама строгая. Это классно вообще. Папа хороший полицейский. Мне шот-ролик недавно показывался. Я прям... Блин, иногда вот шот-ролики выпускают, ну реально класс. Это прям вот искусство. В основном порожняк. Но есть тот самый маленький бриллиант из этой кучи говна, да? Главное его разглядеть. Значит, сидит мелкий. Такая свинарня. От чипсов упаковка. Кружка. Ну просто дичь. Подросток сидит, задрачивает. Что он там? Counter-Strike, стендов. Неважно. И папа подходит. Ну, ты же говорил, что ты уберешь. Да, папа, сейчас уберу. Сейчас еще левел и уберу. Ну, и он типа говорит, ну, не, блин, давай, надо убрать. Мама подходит такая. И такая смотрит на папу. А ты что так с ним разговариваешь? Папа такой сразу, ну, он же ребенок. С ними нельзя так. И как резко заорет. Ну-ка быстро убрал! Папа сразу убирать начал. Не ты! Папа уходит на кухню. Мелкий быстро-быстро все убирает, да? Это по поводу, значит, мам и как надо разговаривать с детками. Детки-конфетки, блин. Да, это классно, чё? Не, это, блин, да. Родители не должны только в жопу целовать, иначе такой павлин-мавлин вырастет. Главная задача родителей, самая сложная, не поднять и прокормить, а человека сделать. Из парня, из девочки, неважно. Чтобы человек вырос. Вот самое сложное. А это как? Это тяжелый труд, ёб. Всех взрослых людей. Потому что человеком он просто так сам не станет. Что ты котлету отбашлял, и все, кто-нибудь сделает человека. Не канает. Если ты сам не будешь делать, то и не выйдет человека. Вся история. И это да, это самое сложное. Почему? Ну потому что. Это ж капец, блин. А завтра охотничий инстинкт делает стоит 87 рарае. Как вот тебе? Есть что-то, что тебе оттуда надо? Если тебе оттуда ничего не надо, ну тогда смотри по своему времени. Не хочешь, не делай. В смысле стоит? Ну стоит, если там что-то тебе надо из этого охотничьего инстинкта. Я вот так в моменте типа даже помнить не хочу. Что мне там надо, не надо. Ребят, смотрите. Да, ну я уже показывал. Алюминиевые пластины у этого аккаунта уже в безлимите. Вот это параша. Ну это тоже смешно, да? Опять же, лишний раз покажу, не лишним будет. У меня где-то там есть еще после прошлой покупки. Ну ладно, я покажу. Так оно нужно, оно всего 45. 3 задания Бореала мы только что сделали, получили 30 генома. Это не считая каких-то там событий, ивентов, еще что-то. То есть это вообще ерунда, вот эта термитная смесь. И не обязательно что-то там копать. Ну вы поняли, да? И готово, я отремонтировал. На худой конец можно и медью. Ну и... Твою, что ты сделал, блин? Ну и, да? Сейчас. Броня. Опять же, она самая дорогая, но... Вот сейчас по новым правилам, новые локации, северная локация. Ёп. Сходи один раз, возьми ящик вот с этим говном и готово. Тебе намного хватит этой брони. Ты не потратишь и близко, сколько ты получишь. Вот. Поэтому, да, это вот то, что я сейчас типа затраты делал. Да какие затраты? Может, раньше было, да, сейчас намного легче. Новую локацию, ящики некоторые можно лутать полностью без батла. Полностью. Как? Изи-пизи. Я в ролике показывал. Спокойно, блин. Стелс на байке делаешь и катишься. И на заправке, когда респится 2 ящика. Иногда получается, что нет таких ящиков козырных. Ну, алюминий, да, это... Что это? Что это? Смешно. Она не потратит этот алюминий в жизни, сколько его уже надавали. Я уже снимал охотничий инстинкт.
А тут я, наверное, его сниму, но это не значит, что мы прямо его будем фигачить на максимум. Почему? Я сейчас пытаюсь вспомнить, а что там такого ценного-то в охотничьем инстинкте? Он мне нужен вообще? Мне кажется, он мне не всрался. Вот, чуть-чуть что-нибудь поснимаем охотничий инстинкт, ребят. Но сразу говорю, не, мы не будем там все проходить, не все. Так чисто, чуток. Так, вот эти штуки давайте. Че, места нет? Вот проблема, да? Растет производство. Расширяется. Девать лут некуда у новичка. Я постепенно, да, продолжаю ящики грейдить. И они постепенно, зараза, подходят к этим стеллажам. И чё? Ну, это уже не просто, да? Стеллажи, это уже дофига делов. Еще прокатим сейчас в конце стрима совсем чуть-чуть, ребят, на острова. Тоже какое-нибудь задание успеем, да, сделать, мне кажется. Острова, конечно, больше отстают. Баряльчика попроще делать, ну поэтому острова и отстают. Я тоже раскапываю заснеженные ящики. Блин. А что на них смотреть? Ну вот сейчас на стриме я бы не смог раскопать. Надо было лопаты брать заранее. Ну так по факту я копаю их, ребят. Ну я просто для примера показываю, да, что термитная смесь это ерунда. Ее всегда можно купить и это выгодно. То есть это не значит, что вам копать не надо термитную смесь. Но тратить прям времени тонну на нее, ну только если у тебя большое жгучее желание. Если нету этого большого жгучего желания, тогда забей. Без нее прекрасно играется. Так. Да, кстати, вот, спасибо, что напомнил, Зон. Тайник Изабель, в нем падает резонатор. Что там еще? Ребят, кто помнит тайник Изабель? Охотничий инстинкт. Там тайник Изабель в конце. Нас лишают премий регулярно, но только мастеров. Монтеров не трогают. И ругать нельзя. Ну потому что. Оп, и послал всех, и ушел. Блин, монтер. Блин, кто-то спрашивал про поселение. Я чисто просто вот ответил, да? Уничтожь кокон в канализации. Блин, это так мощно, но это 2 целых очка. Ребят, вот это задание, оно очень крутое, да? Кокон в канализации. То есть это 2 задания в одном. Не помню, блин, оружие это было здесь. Я без оружия пошел. Ну, хоть какое-нибудь-то должно быть, да? Можешь снять видео, как экономно проходить зимнюю локу с чопером. Суслик, я уже могу тебе сказать, ты ее не пройдешь экономно, как тебе надо. Зимняя локация с чопером. Это та же самая зимняя локация хард, только ее она больше по объему. С каких пор мы зимнюю хард локацию экономно проходили? Ты в любом случае будешь вынужден тратить и прижигатель, и броню, и все ее по остальное. А как экономно? Ну как? Со стелса по максимуму. Можно, значит, на факелах сэкономить. Побольше факелами сражаться. Ну готовь тогда тонну лечения, ёб. И броня будет улетать. Можно переодевать броню не зимнюю. Очень быстро замерзаешь. То есть ты понимаешь, что? И вот ты себе сейчас ответишь, если в голове, ты будешь неправ. Ой, вот он не знает. Я знаю, вот поэтому я тебе и говорю. Что я туда не катался? Не пройдешь ты ее экономно. Насколько возможно, действуешь по стелсу. Если у тебя супер прокачанный чоппер, разгоняться и бить. Ну, если ты Бэтмен, и ты будешь идеально таранить на скорости. Ну, ёб, таких людей минимум. Очень сложно на чоппере таранить. Дали бы нам какой-нибудь апгрейд, чтобы вот такая вот полоса, я не знаю, как
косилка была. Нифига, ребята, смотрите, что. Че я сюда забежал? Блин, нам надо оружие, короче, да? О, катанка есть. И что-нибудь еще бы надо, да? Промодифицировать можно. Ну, давайте вот разрушитель. Так. Где потрошитель брать для новичков? Блин, слушай, не могу. Ребят, кто вспомнит? Новичок. Потрошитель где может взять? Где-то дают его, вот я не могу вспомнить реально. Хорошо, он падает, соответственно, в этом, да? Это понятно, в транспортном хабе. А я не помню, мужчина, где его взять. Ну, где-то дают за ивенты, за события, где-то будет. И чё? Когда будет, не сломай его, главное. Роман, спасибо тебе огромное. За поддержку, за донат малому. Ну вот примерно так я ему сейчас самокат-то и купил. В планах не было его. А потом чик, стрим, раз, два, я, блин, ну все тогда, ладно. Блин. Ну и хорошо как бы, потому что я так и думал, все-таки прежде чем на велосипед двухколесный садиться, пускай, блин, потренируется на самокате двухколесном. Держать руль, да, вот основная тема. Скоро еще это, продолжим зубы лечить. Ну, потому что тормознули, надо опять восстанавливаться. Ненужный парень, ребят, и один, и второй, поэтому я их пробежал. Они ничего не охраняют, вообще полная фигня. Мы сюда пришли сделать задание консилиума, ребят. А это что? Ну, а это прицепом типа того. Целые 2, да, задания сделаем за раз. Ребят, тут надо понимать, что я не компьютер, да. Есть плейлист «Учебный лагерь», ну, гайды Last Day. Есть плейлист новичка, в них найдете всю информацию. Включая про потрошитель. В том моменте, когда, значит, этот новичок был в этом моменте. Ну вот так вот просто навскидку что-то сказать, я не могу вам все сказать. Я живой человек, а не компьютер. Это не значит, что я этого не видел, я это не проходил, это не делал. Это значит, что я банально, ёб, не помню. Но есть еще такие моменты. Чтобы твоя хотелка, она как бы, да, соответствовала твоему уровню развития. Вот я новичок, где взять гранатомет? Нигде. Блин, как, блин, вот и потрошитель это такая достаточно жесткая штука. То есть ты до какого уровня-то вообще докачался? Ты вот эти ресурсы никак не можешь поднять? То есть для тебя это вообще что-то космическое? Ты еще не разблокировал зимний регион? Если ты не разблокировал зимний регион, а зачем тебе тогда потрошитель? Значит, разблокировал. Ну и все. Это покупаем. Дубы ее пойдем добываем. Это даст тебе поселение, медь. С миру по нитке и соберешь медь. И чё? И когда ты этого красавчика скрафтишь, ты его будешь ремонтировать не за медь, не за дубы, а за вот эту шнягу, как я сейчас показал. Ну и там алюминий, да, что там было. Все. Главное одну штуку заиметь. Одну штуку заиметь. Я помню, я их крафтил. Потрошитель падает на красных локах, когда вы под... Точно, лагерь... Да. Видар, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Красная локация, типа Красные горы, да? Вот там вот, когда выпадет событие с рейдерами, вот там у главнюка дают потрошитель. Недавно только выбивал. Точно, да. Но я сейчас вспоминаю развитие этого новичка. Я потрошители крафтил. Проблема в том, что если ты спрашиваешь про потрошитель, ремонтного верстака у тебя точно нету. И чё? Не знаю даже, что сказать. Как-то по-другому строй свое выживание, мужчина. Минуя потрошители и локации, где они нужны. Локация новая, на чопере катаемся. Она не для новичков, ребята. Это топ-локация.
Она не для новичков. А вот я новичок, и я хочу верного друга. Отлично. Если ты новичок, захотел верного друга, ты загорелся топошным, значит, контентом. Сложным контентом. И ты должен понимать, что, учитывая твои узкие возможности в силу новичковости, для тебя будет сделать верного друга сложно. Ну, то есть рецепт для верного друга, да, если по полной. И чё? Без проблем. С горем пополам ты как-нибудь зимнюю локацию-то сделаешь эту, осетра сделаешь? Как? Ну как-нибудь ее. Бери много лечения, много брони, факелов и иди-ка лупай ее. В чем проблема-то? Ты не сделаешь быстро, четко, потому что ты нуб еще. Но ты лезешь туда, куда тебя, ёб, не просят. Лезь, если ты хочешь. Просто готовься к затратам. Все-таки надо всего-то один чемодан рыбный взять, да? Я просто не понимаю, о чем ты спрашиваешь, реально. Зачем тебе этот потрошитель-то? Старайся его избегать. Ребят, пока вы не собрали ремонтный верстак, вы посмотрите, я в каждом ролике показываю изи-пизи, изи-пизи. И все всегда касается волшебного ремонтного верстака. Пока не было его, изи-пизи не было. Было все очень плохо. Было все тяжело. Все, черт побери, ломается. Ремонтировать просто обкакаешься. В смысле, новое крафтить. Но когда я ремонтный верстак сделал, все, это была новая глава в выживании этого новичка. Я так и сказал в том ролике, когда мы кликнули. Начинается новая жизнь нашего новичка. Потому что ремонтный верстак все. Это вопрос на многие проблемы. Ближнего боя немерено. Зимнее оружие. Сколько влезет эти ракетницы, ремонтируй и выжигатели эти, да? И чё? Ну и многое другое точно так же, короче. А зачем я буду кокон ломать? А у меня по заданию он, ребят. Между делом, да? Здесь не надо паразитов убивать, ребят. Вот самый простой способ. Значит, берем, отводим подальше их. Не туда побежал. То есть нам нужен пятачок. Не тот, который с Винни-Пухом, а пятачок. Ну, площадь, да, какая-то. И все, и вот тут вот мы разворачиваемся красиво. Главное их не взрывать. Если вы их взрываете, их кокон этот чертов вызывает по новой. Ну и все. Мы по такому же принципу на островах бегаем, да? Оп. Блин, на мой взгляд, изи. Старая механика, как божий день, блин. Отвел, победил, да? Вот, ребят, тут, блин, суть в том, что вот раньше вперед, бати, в пекло не лезть, и все. Ну, если у тебя пытливый ум, и тебе надо здесь сейчас, готовься, что ты будешь прям прошибать лбом. Определенные вещи очень сложно делать раньше положенного времени. Я не знаю, ты новичок и хочешь уже СВДшечку себе сделать красивую. Ёп, это будет непросто. Вот сурвивалка сейчас уже может любой контент высокогрейдный делать легко. И верного друга четенько делать. Потому что для верного друга, хорошего, надо делать кучи событий по верному другу. Коммуна, дар от Веллера забирать. Блин, у меня тоже в отдельном ролике это есть. В погоне за удачей вот этих ротвейлеров забирать. И вы получите топошного верного друга. Если в ролике есть, ребят. В ролике есть. Я перечислил там все события, не считая там какие-то уникальные, типа там охотничий инстинкт, там ярмарка, да. То есть то, что мы по циклу делаем, по кругу. Идут события, мы по кругу их делаем и копим этих собак третьего грейда. С этими собаками гайд не нужен, да? Вот с этими. Чё, ёп? Вот покупай их до безмеры. Соответственно, тебе надо много генома зараженного. Плюс, естественно, забирай третьего уровня этих собак. И вообще, что касается топошного верного друга, ребят, это контент не быстрый.
Он, мягко говоря, не быстрый. Я когда показывал, я долго копил. Я копил, скопил, потом снял ролик, как я увожу верного друга. И нифига не вывел. Потом еще новый ролик сделал. И вот в новом ролике я скопил еще больше собакиных. И я вывел 2 топошных верных друзей, да. Соответственно, с параметрами атаки 300 боец и все такое. Мне сейчас здесь очень большая вероятность, что дадут винт. Почему? У меня нужный уровень репутации, ребят. Репутация доставки должна быть примерно 10 левела, не меньше. И вам начнут падать тут винты. Наверху уже могли дать винт, да? Но вот не дали. Сейчас в финальном ящике, даже не знаю, ну шанс, что мне винт дадут 90%. Его могут сейчас не дать. Но это вообще очень маленький шанс, что не дадут винт. Но когда ты только приходишь в стоки, тебе его просто физически не дадут. 0%. Тебе надо репутацию поднимать. Если вдруг тебе выпал винт, тебе очень сильно повезло. Не жди, что ты в течение 3, допустим, зачисток еще добьешь остатки. Скорее всего, он 0 будет. Плюс зависит, да, от того... Короче, это капец. Ни от чего не зависит. Просто это капец и все. Блин. Ёп. О. О. Вот так. Хорошо все. Да, блин. Ква-ква-ква, зато дали фильтр между делом. Это даже пореже, чем винт. Ну, не дали. Ну, мне он-то не нужен, да. Тут прикол в том, чтобы показать. И чё? Ну и ладно, ёп. Вообще насрать, блинчики. Стоки, доставки и буряльчик. Да? Причем доставки вы с морского дна будете поднимать ящики, и там будут винты. Опять же, ребят, если у вас скапливаются ключики, оставьте их и открывайте после 10 левела репутации. И тогда будет в каждом ящике с морского дна винтик. А в начале нифига не будет. Не будет? Нет. 10 левел репутации, повторюсь. На этом наш стрим заканчивается. Ребят, огромное спасибо всем, кто был сегодня на трансляции. В очередной раз, конечно же, отдельная благодарность нашим модераторам. Ребят, спасибо за модерство. Здесь, в телеге, на стримах, везде. Ну и всем, кто продолжает поддерживать донатами, огромное спасибо за поддержку. Завтра у нас не будет стрима, у нас будет субботний Last Day, да, в субботу, если где-нибудь там фантастического обновления не выйдет. Вот. Ну, чаще всего у нас именно Last Day, да, по субботам. И чё? И да. А чё по видосикам? Ну, завтра будет Last Day-чик, прикольный видосик, вы уже знаете про него. И продолжение моего выживания, значит, тоже классный ролик такой получился в GTA 5. Почему классный? Я решил пока бандитом не быть там, блин, там надо видеть, да? Там не особо много юмора, я просто как бы кайфую и все такое. Вот. Всем хорошего вечера, ребят. Прорваться через пятницу в выходные поскорей. Увидимся в субботу. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть